Всем здрасте, дорогие друзья, всем привет, с вами, как всегда, я Леха. Только что, между прочим, на ВК Play с вами проходили полную сюжетную линию, самое полное прохождение игры Diablo 4 Ultimate Edition. Чтобы не пропускать стримчики, вот сюда вот тут можешь перейти, подписаться, там найдешь все ссылочки подробно. Не забывай подписываться на ребят на телегу, потому что очень скоро будут инсайды. Это напрямую касается Булкина и еще одного крупного блогера. Чуть-чуть я так завесу тайны приоткрываю. Очень скоро напишу на своем бусте и в телеграм-канале Hard Insight. Обязательно, реально крутой инсайт. Не буду говорить чему, но очень скоро уже скажу. Так что подписывайтесь, будет очень интересно. Итак, у нас третий, финальный ролик с Геттером. Первая и последняя гонка моего Nissan GT-R на 1200 сил. Я постарался максимально, чтобы мне никто не спойлерил, и слава богу, у меня это получилось. Так что все ставим лайк. Булыч тоже поставил лайк. Очень надеюсь, что он жив-здоров. Ребят, я вот последнее время думаю, как же все-таки интересно в жизни бывает. Вот буквально несколько месяцев назад я поставил себе, казалось бы, невыполнимую цель. Купить самую быструю, самую мощную тачку. И я это сделал. Я купил Nissan GT-R на 1200 сил. Но я даже не мог представить, сколько событий произойдет за короткое количество времени с этим автомобилем. Друзья, я рад всех приветствовать, с вами Булкин, добро пожаловать на канал Булкин Драйв. И я понимаю, я прочитал все ваши комментарии, спасибо всем и за поздравления, и за сочувствие, и за то, что разделяете вместе со мной все эмоции, которые я проживаю. И вы знаете, Нагнетает, друзья, нагнетает. Честно, каждый раз, когда я читаю ваши комментарии, вижу ваше огромное количество лайков под каждым последним видосом. Спасибо вам огромнейшее за всю эту активность. Ребят, огромное спасибо. У нас тоже в последнее время очень часто ролики залетают почему-то в игровые тренды, иногда бывает в обычные тренды. Спасибо вам огромное. И просто от души давайте сделаем проще. Давайте 30 тысяч лайков этот видосик наберет, и я в Hard Insight очень-очень быстро вам накидаю такой спойлер-текст по ближайшему контенту. Я понимаю, что, видимо, у нас получается передавать через видос все то, что происходит у нас в жизни, и вы можете все эти эмоции разделять. Ну, и хорошее, и плохое, и все вот как оно есть. И, ребят, я понимаю, что вы ждали, очень ждали этого видоса. Сегодня, поверьте, будет очень жарко. Сегодня вот просто и радость, и грусть, и какая-то просто вот непонятность. И, друзья, давайте мы уже начнем. Прямо сейчас мы перемещаемся в тот самый день, который принес мне огромное количество событий. Вы будете в шоке, когда узнаете, что случилось с GT-R. Поехали! Ну что, дорогие друзья, сегодня тот самый день X, когда мы узнаем, как едет мой GT-R. И помимо Подожди, но GT-R целый. того, что мы его замерим, узнаем его динамику, это, наверное, сегодня это состоится типа сразу день. заезд, друзя, против злейшего врага. И я сейчас не про человека, который будет ехать на этом автомобиле, а именно про автомобиль, конечно же, это Tesla Plaid. У нас все карты сошлись. Кирюха Варпач в Питере и... Всем привет. Здорово еще раз. Привет еще раз. В общем, кстати, мы примерно в этом же месяце тестировали твой этот X, когда это в 2018 году, 5 лет назад. ТРС-ка тогда была. Но сегодня у нас немножко другая ситуация. В общем, я Кирюхе уже рассказал. Прошло, на самом деле, не так много времени после того, как я приобрел это чудо. Вот у нас просто совпадение, что Кирилл в Питере, и мы решили совместить приятное с полезным. Сегодня я узнаю, как едет мой GT-R. И сегодня мы устроим сразу заезд. Мы очень долго думали, как его сделать. Вот все, кто не смотрели ролик, как вы думаете, вот все-таки кто? У Геттера много нюансов, но по идее он помощнее. Помощнее прилично. Но Тесла, не знаю. То есть прям на серьезке, чтобы каждый места, был я в машине думаю, уедет один, Тесла. максимально честно. И, наверное, А все-таки Геттер сошлись его на этом. догонят. Потому что хочется узнать реальные цифры Почему-то- моего GT-R. То есть мы знаем, что Tesla Plaid при Почему-то любом я так раскладе думаю. едет стабильно 4.2, 4.3. А может быть я... Ну, моя ставка на то, что Тесла уедет с места, но Геттер просто ее догонит, 100%. То есть самое главное, я так понимаю, заряд должен Прям быть не ниже уверен. 80%. Ниже 80%. Вот. Но это, кстати, вот минус тоже, который меня немножечко сбил с пути Теслы, по крайней мере, пока что. А вот смотри, то есть получается, если она разряжается ниже 80%, У тебя мощность пиковая уже меньше. Если ты разрядился меньше 80%, это только для драга плохо. Но она также валит. Она реально валит.
То есть ты это заметишь только по цифрам. И я бы, знаешь, не делал такой акцент на том, что, ну, типа, ниже 80% она не нахрена, она едет даже там... Ну, просто чтобы даже показывать именно 10%. свои, так скажем... Да, заявленные цифры, да. она должна быть заряжена. 80 и выше. Мы подготовились. Только что зарядили Теслу. У нее 100%. Нам нужно доехать до полигона и устроить, в принципе, заезд. Естественно, заезд будет ходом. Я не хочу в начале сезона, извини меня, Конечно, положить конечно, коробку, конечно, либо конечно. муфту. Это минус ГТР. Давай еще обговорим важный момент перед заездом. Это то, что у тебя нет последней прошивки, которая позволяет тебе ехать больше, чем 282 2 км километра в в час, да. Обычным языком это прошивка, на самом деле это взлом машины, как мы в Мгм. России делаем. Это взлом машины и переключение каких-то параметров, чтобы разблокировалась та самая прошивка, которая разблокирует сами Tesla. Это Мгм. надо карбонокерамику ставить, то есть надо у официалов делать, тогда она разблокируется. Но мы в России тоже научились это делать. Мгм. И у нас даже есть автомобиль такой красненький, вот. Чего? Надо разблокировать прошивку, которая разблокирует... Не, ну главное, что научились, ёп. У Лени мы снимали тест-драйв больше года назад. И на самом деле, сегодня мы уже пошутили, они сегодня надо мной уже стебались. Леня тоже у нас сегодня будет, но я сказал: Лень, не надо, пожалуйста, стой в сторонке. Мы понимаем, что у тебя там взломано все. У него там же еще диски, все облегчено. У него вообще все идеально. Да, у него все идеально. У него Я трековая хочу тачка вот прям. со среднестатистической Теслой Плейд, вот именно у Кирюхи такая, заехаться, ты меня сегодня, как вы пошутили, полоскаешь ты меня, а Леня меня уже насадит в случае чего. Ну, посмотрим, как оно будет. Все, долой пиздеж. Я думаю, что садимся, вешаем Но- камеры. И, друзья, ну, можете Не там знаю. вот интуитивно просто, как вы думаете, заезд непонятен. По ощущениям, я не смог понять, сколько едет ГТР, цифр я не знаю, специально, чтобы сейчас встать и все увидеть. Я Не также знаю. вешаю драги и сразу узнаем, сколько едем 100-200. Погнали. Поехали. Ну, скажите, что я, как бы, нейтрально всегда. Ну, типа, проиграю, выиграю. Ну, как-то Да. так всегда было. Да. А тут, Ты видимо, из-за того, выиграешь, что- брат, нормально всё. Я не знаю, Не нет, переживай я вообще. допускаю тот факт, что почему-то мне вот кажется, что я проебу. И Да я не, как бы это не. принял уже, но Да мне не. внутренне как-то не то, что... Я не знаю, как это назвать, У блядь. тебя быстрая, блядь, тачка. 1000. Подожди. 1050. Не, подожди, Давай. нет, ты понимаешь, Давай, ты стоп, всё сможешь, Санечка. ну подожди, стоп, вот, я не знаю, как это объяснить, то есть мне как бы, я спокойно всегда к поражению отношусь, но вот, блядь, и в то же время я допускаю, и я не знаю, как это объяснить. Не, вообще не парься. У тебя очень быстрая тачка, правда. Да не, ну хорош, ну, блядь, ну она должна уехать. Это самый читерский автомобиль считается. Это в видосе через пару минут. Блядь, Тесла просто нажала газ, блядь, и улетела. Блин, ну ты должен, наверное, выпрыгнуть сразу, Ну, наверное, а да. потом... Но мы сделаем... Начало Главное, 100%. знаешь, вот если будет такое, что ты упрешься в максималку, и я тогда только, это не считается. Ну, это понятно. Это Ну это шляпа, да. 100%. Соглашусь. Вот именно во время, пока ты не уперся. потому что Молодец, есть да, вот Булыч, все правильно. нюансы Ну, в ты этом заметишь, плане. когда я в Да, максималку да, это упрусь, будет я понятно. буду с одной Я стороны даже не прям могу лететь. предположить вообще примерно. Ребят, но перед тем, как состоится этот заезд, я надеюсь, что вы вот прям, вот как это говорится, жали кулачки или, да, или там, не надо же пальцы Не надо. Жали кулачки, Да. да. Я просто в пословицах так себе. Ребят, давайте, держим кулачки, вот, точно вспомнил. Интригу больше не держу, возвращаемся в заезд. Мы сейчас с Саньком будем гоняться, и он очень сильно переживает. Поддержите его в комментариях. Мы пока не знаем исхода, мы пока просто вот стоим. Поддержите его лайком. Он реально старается, и этот GTR для него очень много значит. Это реально его самая быстрая машина. И я вижу, как он не то что волнуется, он переживает. Он переживает. У меня-то что, любой дурак может, по сути, нажать педальку газа и стартануть. То есть посади сюда любого, и он сможет. Тут именно я восхищаюсь технологиями этой машины. И то, что производители компании Tesla делают с тачками, это невероятно. Но ту машину, Санину, строили люди годами. Там тоже есть своя эмоциональная подоплека, которая накапливает в себе очень много истории людей, труда, так же, как и в этой машине. И сейчас мы узнаем, кто же из нас победит. Воткни лайк. Спасибо. Ребят, мы все этого очень давно и долго ждали. Я надеюсь, что ваш царский лайк на месте. Пожалуйста, поддержите меня. Я понимаю, что это звучит глупо, потому что вы уже смотрите, когда все уже произошло, но все равно. Заезд против Tesla Play. Давайте я не то что свое оправдание заранее, пока там развешиваются камеры, скажу довольно важные вещи, факторы, скажем так. Значит, у нас сейчас в районе, наверное, 10 градусов
Скорее всего, с первого заезда у меня будет не прогрет мой полуслик. Но походу уже мы там прогреем, то есть вряд ли... Я провтыкал, какая у него резина стоит. Это я завтыкал, если честно. Там, со второй, с третьей передачи. Первые два, например, старта. У этой тачки очень важен зацеп. Она архи сильная. Есть один главный нюанс. Дело в том, что вы Вот у него слики или полуслики? смотрите это, наверное, уже в середине июня, а действие происходит в конце мая. К чему я это говорю? Тоя, 3 восьмерки, все, я А понял. дело в том, что я, во-первых, владею ГТРом-то, в принципе, совсем недавно. А еще один фактор заключается в том, что я только позавчера, или 2 или 3 дня назад, в общем, забрал тачку из ремонта, что вы увидели в предыдущей серии, когда у меня сломалась муфта. То есть, по сути, Я одного не понимаю, Саню, зачем он сразу поехал гоняться? Не, я понимаю, хочется, но почему нельзя, допустим, к тачке привыкнуть? Почему нельзя избежать вот этих вот каких-то малейших нюансов, ошибок, связанных с каким-то, может быть, неуверенностью в ней? Хотя в такой тачке вообще, в принципе, наверное, до конца невозможно быть уверенным. 2 дня эксплуатирую машину в правильном состоянии на максимальной мощности. И я еще даже не успел позвонить своему настройщику, который настраивал эту тачку, предыдущему владельцу, чтобы узнать все нюансы. Может быть, на самом деле у меня не было ГТР на столько сил. Может быть, я даже сейчас поеду неправильно. Но, в общем, будь что будет. Ну да, может быть, у них просто совпали с Кирюхой, с Варпачом совместные где-то. Они пересеклись в Питере. Может быть, так и есть, да. Если мы увидим какие-то уже Но я бы, 10 раз подумал, это слишком опасно. Слишком огромная скорость, там никакие ремни, там ничего не поможет. Поэтому... ужасающие цифры, я не знаю, может быть, там 5 секунд, 100-200, то, конечно, будет дело в том, что я что-то делаю неправильно. Я не стыжусь никогда признаваться в том, чего я не знаю. Это все-таки, извините, серьезная техника, здесь очень много нюансов. Я так понимаю, что мне нужно ехать в ручном режиме. Все здесь у нас R, кроме, стабилизацию мы не трогаем. И переключение на лепестках. Стабилизацию ни в коем случае. Роботизированная коробка на GTR не позволяет наслаждаться тем, что умеет ZF, например, на М5, когда ты можешь подстроить нужное количество оборотов, как это было с гонкой с М8, когда я на Ешке был. Там можно подстроить нужную передачу, нажать газ в пол, откинуть в драйв, и машина сама будет ехать так, как тебе нужно. Здесь все в твоих руках. Ну и самое последнее, что я хочу сказать, это то, что действительно я, конечно, расстроюсь, если я проиграю, но почему-то я этого очень сильно допускаю. И даже если я проиграю, для меня останется все равно вот эта вершина в виде Tesla Plate. Когда-нибудь я дойду до электрички, и я к этой машине отношусь с уважением. Будь что будет. Если даже я окажусь медленнее, я не расстроюсь. Для меня эта машина самая быстрая все равно из всех, которая у меня когда-либо была. Ну что? Ну это вообще разные машины, прям совсем разные. Мы начинаем. Бля, ну они, видишь, они вот не с нуля. Я все понимаю, это огромный риск, если он бы, допустим, херачил с нуля, это полное убийство всего, что только можно. Но мне очень было бы вот интересно именно со старта, что произойдет и сколько корпусов будет разница. И будет ли она вообще. Вот это архиинтересно. Готов? Давай, блядь, давай! 17, 18, 20, 21, 22. 3, 24, 25, он быстрее! Саня, поддержите лайком, пацана. Поддержите, ну правда, поддержите. Готов? Слушайте, я просто улетаю куда-то. Корпус. 2 корпуса. Я еще улетаю. Уезжаем. Все, я вот по грани еду. Сколько я еду? Я не верю. Я не понимаю, что не так. Я не понимаю. Какая-то херня. 4,6. Блять, не может такого быть. Не верю. Я проехал 4,6. Это самая быстрая машина из всех, которая у меня была. Я этому рад все равно. Ой-ой-ой, эмоционально было. Слушайте, меня так захватила эта гонка. Ну, хорошая тачка, хорошая. Мне нравится GTR, хоть он и опасный. Низкое давление моторного масла. Обратитесь к дилеру. Что там с давлением-то масла, я не понимаю. Оно в натуре низкое, блядь.
Блядь, что за хуйня? Понеслась, ёпта. Бой в работе трансмиссии, обратитесь где... Ты слышишь, как машина работает? У меня, короче, сначала вылетело низкое давление масла, причем оно вылетело только что, вот, и я сразу уже замедлился. А потом у меня вылетела ошибка по трансмиссии. То есть это те самые шестеренки? Не-не-не-не, я надеюсь, нет, потому что штыков не было. Я проехал 4,6. Это медленно. Я проехал, ну я запись экрана сделал, 0,200, 74 секунды, 100-200, 4,5, тоже медленно. Мог Ну, быстрее. видишь, ты быстрее, и ты уходишь дальше. Да. То есть, причем второй заезд вообще хуже был. Блять, а что за хрень? Странно. Я теперь боюсь просто даже запускать. Температура в норме, пропал давляк моторного масла почему-то. Давай всем скажем, что я сломал. На самом деле это самый правильный. Не, ну заезд состоялся. Состоялся. Все. Знаешь, я вот думаю, может я мудак, знаешь почему? Я же сегодня, в принципе, второй день эксплуатирую машину, которая после ремонта муфты. Ну да. И есть такой нюанс, как бы, ну, вообще, в здравом уме человек, когда покупает машину, которая такая, ну, настроенная, там вся построенная, он как бы ищет, ну, у меня есть все контакты, кто ее делал. Мне их дали, и как бы, по идее, если я здравомыслящий человек, я должен был набрать настройщику, спросить там нюансики какие-то, ну, мало ли там, да, то есть я как бы такой человек продвинутый, я увидел, что вот у меня регулировка наддува, кстати, я ехал точно, мы сейчас не посмотрим, потому что надо ее завести. У меня есть регулировка, соответственно, топливной карты, я поставил, ну, сотый бензин, и надув. Я, кстати, не проверил, но, по-моему, должен был быть максимальный. Вот. Дело, блядь, я даже, прикинь, я даже настолько занервничал, что я, ну да, по-моему, на максимальной Когда карте. гонялись, я тоже занервничал. Слушай, обычно я выдаю какие-то прям эмоции, а тут я замер и просто давил газ. И я смотрел по сторонам, где ты. Реально, я для был меня сзади. волнительно было. Вот Я реально. был стабильно сзади. Ну, для меня все равно было волнительно, типа, потому что я понимал, с чем я еду и с кем я еду. И типа я такой, ой, что происходит? У меня тело такое, знаешь, в ступоре. Ну, слушай, у меня как бы два вопроса. Это первое, что случилось с тачкой. Второй вопрос, то, что по сути, на такой мощности мне сказали, я узнавал, интересовался думаю, ребятами, двигло. сказали, что это 3,9, 3,7 я должен ехать, не 4,5. Это, извини меня, разница большая. Соответственно, вопрос. Либо что-то случилось, либо я что-то недопонял по прошивке, может быть, неправильно эксплуатирую свой автомобиль. Ну, это звук нездоровый. Причем он, понимаешь, Он он не по слегка трансмиссии. Ладно, бей нездоровый. хотя бы куда-то в одно место, а он Прям сразу вообще и то, и конкретно другое. нездоровый. Ну, сейчас, конечно, посмотрим, я не знаю. Ну, Что, механический двигло? звук меня пугает. Ты хочешь и запустить? Ну, наверное, пусть постоит пока. Ну, так, Звук охладиться. механический есть. И причем, понимаешь, это произошло-то не под нагрузкой, не во время Не заезда. стал Я ничего ехал спускать. нормально и первый раз, и второй. И вот как бы потом уже, и вроде я уже комментирую, все, я проиграл. И еще и добавок меня добили. Вот и как раз ребята приехали. Надо сейчас как бы, да, я посижу, чтобы они увидели, услышали. Да. Ну тут как бы... Ну что, ну не томи. Очко! машина сломалась. В смысле? Во-первых, я проиграл. Из-за того, что сломал Нет, слушатель? я не знаю, она едет 4,6, это медленно очень. Это очень медленно. Вот, но это, подожди, это проблема, которую я хотел решать, но потом я начал уже заезжать на съезд, и у меня выскочило сначала низкое давление масла, а потом я начал уже останавливаться, услышал механический неприятный звук, и Масло. Что так звуки, как ты еще и по можешь трансмиссии. определять? Масло. Не-не-не, послушай, Там это было пиздец очень был. сильно Да? слышно. Я вот здесь Масло да, и масло. трансмиссия. Подожди, а что это может быть у нас? Блять, хотя в Геттере это может быть что угодно. А где Доминик? Здесь это было очень сильно. Едут. Я просто хочу, чтобы камеру кто-то снял, и я просто сижу, как будто в заключении здесь, рассказываю все, что происходит. Ну, подожди, ты услышал звук? Я нахуй заглушил, потому что это не очень приятный звук был. Да, там Очень И странно. ошибка по трансмиссии еще добавил. Пипец. Да что на самом деле, что сказать?
Естественно, сейчас... Чё говорить, её надо в нет этот. смысла, и я думаю, что очень рискованно сейчас. Зачем вообще пробовать запустить машину? Не-не-не, не Сейчас на надо. эвакуаторе она поедет в сервис, и в этом видео, друзья, ну, конечно, мы планировали немножечко по-другому. Мы планировали, что сегодня войдет много чего интересного. По сути, вошел один заезд, который был проигран. Машина показала непонятное время, еще вдобавок случилось что-то очень плохое. Клапана, Карабас. Гадать не будем. Машина отправляется в сервис и, как говорится, вскрытие. Карабас, я Ребята, думаю, знаете, что... какой самый главный, Я самый думаю, что-нибудь с жесткий двиглом. пиздец? Ну, помимо того, что вообще, да, произошло, это то, что сегодня, я даже скажу, какое число, 24 мая. И Месяц назад. мы 1 июня Почти. должны выпускать тот самый видос, где покажем машину, которая была вот на днях куплена, уже успела поломаться один раз, уже успела сделаться, уже успела сломаться еще раз. Суть в том, что вот сейчас стал вопрос, а что, блядь, делать, потому что у нас немножко есть нехватка материала, и я просто не понимаю, я реально не понимаю. Мы должны через неделю выпускать видос, а у нас, ну, нет готового материала. Так получилось, что появилась интересная машина, и она ломалась, там происходило что-то. Опять же, заезд, да, ну, Кирюха, он не так часто бывает на Тесле, блин, в Питере. На Плейте, по-моему, еще первый раз. И мы, конечно, захотели это снять, чтобы в дальнейшем уже вам показывать заезды и все такое. А, блядь, самого главного видоса, который все ждут, его нет. Кстати, сюда можно ставить ставку. Когда ты в сервисе говорил, до августа я прокатаюсь. точно. Блядь, точно. А я такой, типа, ну, полмесяца, может быть, пройдет. Я говорил то, Давай. что нет. Да нет, нет. Сразу зафиксируем. Будет ли поломка еще на ближайшее? Но тут опять же такое, понимаешь, если бы он не лупил, допустим, сейчас на ней, какова вероятность того, что она бы сломалась? Какова вероятность того, что он бы не проездил, как вот ребята говорили, там, до августа или до конца июля? То есть это хер его знает. время? Ближайшие сколько? Ну вот... Ближайшие полмесяца точно нет. Ну, это я так думаю. Хорошо, до июля я откатаю без проблем? Вот июль не знаю. Не, я прям уверен, что Но он бы откатал бы. Да, хорошо. Я прям уверен, что до июля, даже до августа ничего не случится. Все. Я уверен, что это ГТР живой, здесь все хорошо, и вот это вот маленький нюансик в виде... Но сейчас это узнать невозможно, да. Нет, то, что он живой, я даже не сомневаюсь. Знаешь, что самое прикольное будет? Если он не доживет, мы будем использовать эту вставку, когда он сломается. По факту, борода, да. Просто, вот что вы понимали, друзья, мы теперь будем думать, как нам сделать так, чтобы GTR был на ходу, чтобы вы смогли 1 июня увидеть видос. Погнали. Я поделился со Стасом, это который... Ну, Стасик. Ну, Стас. Да. Ну, просто, ну, Стас. Да. Ну, сейчас фотография его. Стас. Вот, вы его знаете. Не могу прогрузить сообщение. Короче, ребята, вот видите, какие вот тесловоды? Вот они постебались, а плейт-то дали. Не, ну добрые ребята. Короче, отжал у Лени, хотел сказать ГТР почему-то, плейт, геттер погрузили. Леня поехал с Кирюхой Варпачом. Собственно, едем в сервис. Прикинь, вот сейчас, по Да, мне сути, интересно, что. вот так мог выглядеть видос на 1 Да, июля. мог. Но мог. Мог. Вполне мог, вообще очень ожидаемо мог. А что Стас-то в итоге? У тебя давление прям маленькое или у тебя на нуле было давление? Но на 0 упало и ошибка выскочила. Короче, никто ничего не говорит хорошего, на самом деле, насчет этой ситуации. Подожди, а что Леня сказал, у него с кондеем проблемы? Да. Пиздец. Вот она электричка. Ну, на самом деле, Сразу, знаешь, такие-то. Вот она электричка, вот она с кондеем проблемы, да, сука. снимали, друзья, 70 тысяч пробег. 70 тысяч уже? Да. 70 тысяч плейт. Вот я сейчас еду, вот реально круто, что у нас в этом видосе есть возможность прокомментировать в том числе плейт, потому что это, ну, главный конкурент, в принципе, всего. Это самый топ, это король всех зверей. И это машина, которая также была в больших приоритетах при выборе. Самое основное, почему нет, еще раз повторюсь, для тех, кто сейчас вот уже, наверное, спешит писать: Саня, ну ты же знал, что ГТР будет ломаться, ну почему не плейт, ну вот почему? Два ответа простых. Крайне интересно, что сейчас он ответит. Я бы ответил, не скажу, чтобы я ответил. Я сейчас, блядь, спойлерну точно кое-что. Первый. Я реально не хочу пока что вот пересаживаться в электричку и... Ну, это все, это, знаешь, вот подсел и все, ну никуда. Ну да. А
Это очень взаимно, Саш. Второй, это то, что на самом Я боюсь, что я потом оттуда не уйду просто. деле, вот сейчас у нас 31% заряда, мы не поедем вот так быстро, как сейчас меня Кирюха 3 часа назад там обогнал. Мы поедем намного медленнее, эта машина действительно ебашит только тогда у тебя 80-100% заряда. Тебе нужно постоянно поддерживать вот это, чтобы прям вот, блядь, всю мощь она показывала. Не, ну так-то в целом... Ой, блядь. В целом-то тоже едет. Нормально. Вот Да. моментальные моменты. Да. Тут даже этого хватает. Вот на 30% мы едем, естественно, этой мощности более чем за глаза. Да, не думал я, друзья, что так сегодняшняя ночь и что так пройдет сегодняшняя ночь и так начнется Блядь, что с тачкой интересно? Я не могу понять, почему... следующее утро. Но это жизнь, это ГТР. Я пиздец в каком предвкушении. Едем в сервис, сейчас соберем все утренние пробки. И благо Коля на месте сказал: Сань, приезжай. Нет, ну он не так сказал, он сказал давление на минимуме. Я говорю, да, он говорит, ёбана-бобана. Все. Пока что это все. Верим в лучшее. Друзья, газаните лайком. Еще сезон не начался, а я боюсь предположить, что дальше. Бля, значит, надолго может стать. Так, ну чего, доброе утро. Доброе. Сколько Что? время? Долго музыка играла. Ладно. Что ты говоришь? Время. Время, да. 9:19. Я примерно описал симптомы. Меня уже все запугали. Масло в моторе есть. Это я еще уже посмотрел. Ну смотри, звуки неприятные, вообще ужасные. И вот это больше всего. Сука, я сижу, переживаю, блядь, машина не моя, я переживаю, молчу, сижу тут, напрягся, уже тут все выпил везде, со всех щелей здесь. Что ж такое, а? Пугает. Выскочило, короче, низкое давление масла. Ага, Проехал накатом я метров 100-150. ага. Уже останавливаюсь. Ошибка по трансмиссии и скрежет какой-то. Ошибка трансмиссии, понятно. Она, Следом. мотор заглох, это все. Она как будто начала троить жестко прям. Ага. То есть прям вот так вот. И Надрочь вообще жесткий, согласись? обороты. Ну давай попробуем. Как? Ну, Будем запускать? будем запускать, да, что? Ну, ты в руле, а я Ой. под капотом. Прикинь, смотри. Это, кстати, штуку найти можно будет. Видишь, ее зацарапали. Вызвали. Такое. И с той стороны тоже. Короче, Чем? мы Что? сделаем воздух. Чем? Что там покоцали, я не увидел? Знаешь что? У нас произошла конфликтная ситуация. Не с шерифом. Шериф приехал, все четко, как обычно, сделал. Мы выложим в телегу. Да? Мгм. История получилась, конечно, очень неприятная. Я такое не люблю. Но я считаю, что все-таки, наверное, вы должны это увидеть. Но они предлагают оформить на мой автомобиль ДТП. И, собственно говоря, ждать, вот потратить время, потратить нервы. И, возможно, компенсировать до 10 тысяч рублей. Я даже не удивлен. Я понял вообще абсолютно, что здесь происходит. Вообще нихуя не удивлен. Поэтому подписывайтесь на телегу, там отдельная часть, что произошло, Да, я когда к понял. нам приехал эвакуатор и испортил мне бампер. Но это дефолт. Это все, я даже говорить ничего не хочу. Готовы? Давай. 3, 10 тысяч рублей, блядь. 1. Все. Это похоже на шатун. Не, подожди, давай нормально же общались. Подожди, в смысле шатун? Ты хочешь сказать, что он это самое... Вышел из чата? Чата, да. Это предположение, что отъехал насос. Это первый вариант. А второй вариант... вариантов других нету. То есть, отъехал насос, пропало давление, провернул вкладыш. Может быть, не один. Но это полный пиздец. Значит, мы вскрываем по наличию Это полный пиздец. и по цене тоже. А цена, это, знаешь, это вот такая вот. То есть, вот, ты можешь тыкать вот так вот. Здесь это может стоить 3000 рублей, там может 30 тысяч рублей стоить. Сейчас с запчастями такой коллапс, что вот у меня есть в наличии, это стоит 30 тысяч рублей. А ты смотришь там, по Европе еще, она 3000 рублей стоит. Но ждать там, не знаю, 3 месяца. И все, ты куда идешь? Покупать, блядь, за 30 тысяч рублей. Вот и все. А это же еще какой-нибудь там говнотюнинг стоит, чего-нибудь. И все, и пошло-поехало.
Короче, чтобы ты понимал, знаешь, вот основная проблема? Я понимал, на что я иду, хотя я в шоке от того, что все-таки что-то с мотором случилось. Мы должны эту тачку показывать 1 июня, ну, на канале у меня. Я понимаю, что звучит странно, но я просто парень ответственный, и у меня аудитория ждет, что же это. Как бы я так интригуем. Ну, И смотри, я нет. тебе могу снять мотор и выкатить сюда, и ты будешь Вот, ее представлять. вот. А Кстати, почему- У нас просто проблема в том, что мы уже там сняли из Теслы вот это все, а то, что мы должны показывать 1 июня, мы не успели снять. Ладно. Это надолго, да? Ну, не, мотор есть, лям, в Москве. Лям, пожалуйста, можно пойти сейчас Стоп. на Авито. Сток? Стоп, да. А в аренду не сдают его? Мотор. Гонять в аренду, да. Дайте до 1 июня, пожалуйста. Скажи, вот мотор самый быстрый, да, был. А сейчас какой стоп? А сейчас Я бы что? Ну давай, понятно, что это гадание. Давай вот представим какой-нибудь расклад. По... Вот, Замена колена. так, Колена нет. колена нет Ну, вообще. Ну, колена сейчас нет. Почему? Потому что я еще немножко работаю с ребятами, которые строят очень мощные машины на таких моторах. И всегда в запас что-то должно быть такое. Вот. И, ну, я тоже занимаюсь этим. И, ну, пока нет ни у кого ничего. Если там, не дай бог, что с блоком задрало, ну, что тебе покажет. Ну, как бы, блок, по-моему, 800 тысяч. Я вообще в ахуе что-то. Мне кажется, ты еще не осознаешь все. Я не осознаю, Ты конечно. поспишь? Подожди, ты проснешься. понимаешь, что я еще даже... Ну, то есть понятно, что зрители уже смотрят, там, ну, там прошло время после 1 июня, а для нас, вот, поймите, то, что вы сейчас видите, вот момент покупки автомобиля, момент, когда наебнулась муфта, момент починили муфту, момент, как я выехал впервые, вот, заехал на нормальном состоянии машина была, это все вместе максимум 2 недели. Из них Ну да. вот сегодня я 2-й или 3-й раз выезжаю на нормальный муфт. 800. То есть вот просто я 2-й или 3-й раз поездил сегодня на машине в том состоянии, в котором она должна была быть. Я еще даже не осознал, что я купил эту машину. Я не осознал, что уже поменял муфту. Это пиздец. И теперь я просто слышу вот это вот все, и как бы, ну, слышу сначала вот это вот все, потом слышу вот это вот все, и как бы на самом деле смешного ничего нет. И я ответственный человек, и я говорю, я переживаю, что нам делать, мы же обосрались, грубо говоря. Мы 1 июня должны, почему вот, ну как, нет, это, конечно, хорошо, что мы начали там вот сразу все снимать, а самое главное не подготовить. Бля, 800 Короче, штук. тогда что, план такой, разбор, да? А как у тебя? Это еще не факт. Слушай, ну, сейчас мы ее поставим на парковку, вот, и, ну, я подраскидаю чуть-чуть. Но я думаю, что к выходным я ее сниму. Так, а смотри, вот, ну, ты говоришь, там ничего нет. Ну, понятно, что что-то же как-то где-то появляется, ну, то есть... Появляется, да. Ну, можно там, опять же, с самолетом, но все это, видишь, это все бабки. Я понимаю, что... Вот, и всё. То есть, ну, до 1 точно нет. Понятно, что первого Да. как. До 1, даже если ты сейчас купишь мотор в Москве и сюда привезешь, и это, ну, там... Да нет, ну смысл мотор покупать. А в итоге это, кажется, самое дешевое решение, прикинь. Да. Это, ну, здесь я даже с тобой спорить не буду. Но это же при вскрытии будет Здесь понятно. не обойдется, типа, о, носочек наебнулся, давай носочек поменяем. Тут, ну, вот стук, это все, это провернул, это колено, это уже на выброс. А сколько колен у него стоит? Слушай, ну, на самом деле недорого, там, в районе 70 тысяч рублей. Ой, эти вкладыши. Тоже не очень дорого. Тоже, но ничего нет. Всего Ну, понемногу, короче. всего понемногу, да. И набирается. Ну, 70 тысяч рублей оно стоило, когда я крайний раз его покупал, а это было летом тем. Сколько она сейчас стоит? 140, она может стоить блядь. 150. Там. Причем у всех такие лица, это пиздец, на самом деле. Это пиздец. Мы сейчас знаешь, что шутили? Вот, брат. Вы все шутите, да? Сань, Вы все шутите? надо с позитивом к этому относиться, знаешь, вот ты мог бы взять нормальную машину и стояла бы, смотри, тут Так, ну давайте вот эту, блядь, слезаторию уберем. Ну давайте там как бы что, да? Ребят, давайте, ну как бы это, да? Ты взял тачку. На берегу, если ты берешь, то есть, да, в самом начале пути, если ты берешь тачку, которую ты сам лично не делал, вот все этапы от А до Я, ты не можешь быть в ней уверен на 100%. Блять, ну не можешь, но можно спорить, можно не спорить, можно там рассказывать, что да, нет, блять, не знаю, но факт остается фактом. Это первое. Второе, по поводу, наверное, ценников.
поломок и всего остального. Ты знаешь, что при экстремальных нагрузках машина может высадить тебя. Высадить тебя на время, на деньги и на все остальное. Есть такая вещь, не хочу, повторюсь, никак спойлерить, как вот, знаете, почему-то у меня, кроме как с запрещенными какими-то препаратами, что я осуждаю, сравнения нет. Ты понимаешь, что это очко. Ты понимаешь, что ты туда влезешь, блядь, и это бездонная бочка. Но ты, сука, все равно туда лезешь. Вылезай. Ты понимаешь, что это вот принесет тебе эмоции. Ты понимаешь это. Ты говоришь, господи, это моя мечта, я это хочу. И у тебя вот, знаете, вот этот вот бес и ангел, вот они вот тут друг друга вот это волоебят, и ты думаешь все-таки, вот как вот правильно поступить? Ты думаешь, блядь, это же огромные финансовые затраты будут. Да нет, прокатит. Прокатило. Но, честно говоря, у меня есть вопросы. Почему, если правильно машину собирали, все грамотно, все четко сделали, очень дорогой, очень серьезный проект, который озвучили, да, ценник, безумно дорогой, и он отъебывает сразу же при каких-то, я бы не сказал, что ультра, блядь, экстремальных нагрузках на вторую же обкатку. Странно. 3 плейда. Но сейчас стоит, смотри, подожди, раз плейт, 2 плейт. И, к сожалению, вот сейчас вот чуть-чуть контейнер это GTR. Брат, я по дружбе. Причем я сейчас ехал за рулем Плейда, я такой думаю, блядь, может его нахуй все, сейчас кредит возьму, блядь. В Москве там есть сочный вариант? Ох ты, блядь. Бля, как она, да? Прям моменталочка. Не, кайф, кайф, кайф. Вы можете встретиться со Стивом, поплакаться. Вот именно поэтому новая машина, или там, да, с минимальным пробегом, там, с минимальным годом, это и будет новая машина, либо там годовалая. Один хер, тачки, когда до хера лет, да, в нее очень много изменений вносили. Это опасная машина. Это для души, это для кайфа. Но раз взял для кайфа, для души, тогда, ну что, надо понимать то, что это за Сандолова будет рано или поздно. Да. У него коробка. У него, кстати, мотор целый. Что-то коробка задерживается, все такое. Фишками обменивались, а вы моторами можете махнуться. Короче, ладно. Мотор это... Конец Да, я сезончика. думал, самое страшное ты сел, он ну. Угу. А я сегодня, ты прикинь, то есть я получил вот пизды от Теслы, проиграл ей. И еще и... Сильно? Ну, корпуса 2-1,5. Ладно, давайте, короче, увидимся, как будет какая-то информация. А мы будем сейчас просто так голову ломать, чтобы 1 июня вы увидели то, что вы уже увидели. Потому что это самый главный вопрос. Остается неделя. Какая неделя? Что говорить? Вчера вышел видос, который назывался вот это вот, где мы там сидели, вот общались, обсуждали все. Ладно, все, я спрыгиваю. Пиздец, мне надо поспать и вообще понять, что происходит. Друзья, я не знаю, какими словами сейчас передать вам те эмоции, которые я испытал в тот самый момент. Когда у меня реально рухнуло все. Все мои планы, Блять, все мои надежды на эту надрочь, тачку, они сука. рухнули просто в одну секунду. Но я бы Я расстроился, поставил тоже, себе честно. цель купить самую быструю машину. Я ее купил, но одно дело купить, другое дело эксплуатировать. И в этот момент я понимаю, что машина сейчас зависает в сервисе на неопределенное количество времени, потому что непонятно, что с мотором. Его надо вскрыть, нужно понять, какие нужны запчасти, что ремонтоспособно, что в итоге будет... Там даже собаки лают, потому что они тоже в шоке от этого всего, реально, я тебе отвечаю. Я не могу еще отойти, тот день, я теперь его запомню просто надолго, потому что... Ну да, ты прикинь, ты идешь долго к цели, ты забираешь, у тебя первые эмоции, и, можно сказать, в первые же дни у тебя машина отъебывает. Уж чего-чего, но этого я не мог ожидать. И я понимаю, что все упирается сейчас в непонятно... Вот сколько сейчас займет ремонт мотора? Я весь сезон сейчас, скорее всего, ГТР будет стоять просто. Он на сезон И встанет. это еще стоит конечно. просто космических денег. Это я не знаю, это же очень дорого все. Но, друзья, есть еще помимо всего этого важный момент. В тот момент я понял, что я могу всех подвести. В тот момент я настолько сильно запарился, потому что, еще раз, смотрите, все, что происходило, так получилось, да, что произошло много событий до 1 июня. Естественно, я купил автомобиль до 1 июня, я какое-то время на нем покатался, пару раз выехал, поломалась муфта, мы ее сделали, потом реакция дедушки на ГТР, и приехал в Арпач. Конечно, это тот соперник, который мне нужен был, Tesla Model S Plaid. Мы решили устроить гонку,
она так заканчивается, и в этот момент мы понимаем, что у нас нет материала на тот самый видос, который все ждут прежде всего. Мы не успели отснять красивые кадры на ходу автомобиля, мы не успели отснять вообще в целом какой-то красоты. Да, есть, естественно, момент покупки. Мы там сняли мини-фильм в начало с 8-кой. Спасибо, что оценили. 8-ка все-таки помнят многие эту машину. 8-ка ЗБС. И я пиздец просто, я куда-то провалился вниз, потому что я понимаю, я сейчас подведу всю свою аудиторию, которая ждет этот момент. И, друзья, мы нашли единственный выход. Нам нужно было доснять Мотор. материал для видоса, первого видоса с ГТР на 1 июня. И мы забрали автомобиль с положенным мотором из сервиса на эвакуаторе и поехали снимать. Я даже не знаю, как это объяснить. Просто сейчас увидят все, да, и поймут, я думаю. Ну да. Ребят, давайте просто переместимся в тот момент, когда уже все случилось, но нам нужно доснять, и как это происходило. Поехали. Ну что, друзья, прошло 2 дня. И, конечно, за это время не починился мотор сам по себе, машина не восстановилась, как, возможно, так, в играх, например, нажал кнопочку и все хорошо. В смысле, он просто... Ничего не поменялось. Только мы проснулись и осознали все. Да, мы проснулись вечером, мы поспали тогда, ну, мы же все там до обеда в сервисе, проснулись, и все такие в чате просто, ну, у нас чат командный, типа, что было вообще, что произошло, как это возможно, потому что ни у кого не укладывается в голове, что мотор мог на ГТРе крякнуть. Короче, ребят, я себя словил на мысли, что я в какой-то стрессовой ситуации сейчас нахожусь. Я вот сейчас попытаюсь с вами поделиться, просто сегодня 25-е, да? 26 мая, сука, 1 июня мы должны выпускать видос, который вы посмотрели. Вы сейчас увидите знакомые локации из того видоса, потому что было принято решение просто взять эвакуатор и на эвакуаторе тачку перегонять из локации в локации, чтобы, собственно говоря, это пиздец. Вообще, чтобы ты понимал, Блядь, трэш какой-то. я же сейчас начал, ну, как бы, здоровую пищу есть. Я не знаю, насколько это интересно всем, но я, короче, занялся немножко собой, потому что я за последние годы набрал веса. Я за неделю похудел уже на 5 килограмм. Потому что, на самом деле, когда ты чувствуешь ответственность перед аудиторией, когда ты объявил всей аудитории, что 1 июня должен выйти видос, а тачка ломается, а у нас видос не готовлен, не подготовлен, и тачка вот так вот эксплуатируется, конечно, блядь, я не тот человек, который забивает хуй. Я очень сильно это все переживаю. Я, короче, просто не ем, не спал, не ел. Мы решили так. Вот самый прикол, что в том видосе мы не скажем ничего. Все будут думать, понимаешь, сейчас, что все, там, вот 1 июня тачка, а дальше-то вот оно как, друзья. Вот те кадры, когда я сейчас буду рассказывать про конфиг машины, про что-то еще там, что бы я еще выбрал. Блядь, лучше бы я реально через Grand Auto заказал, блядь, себе что-нибудь из того списка, что я говорил. Короче, Доминик, я не знаю, я потерянный какой-то. Блядь. Вот она, вся правда жизни. Мы записали часть, я пишу эвакуатору, чтобы он подъезжал. Ребят, на самом деле так мне так вот не очень. Блять, вот ну это ж так обосраться надо было, так обосраться. Я же надеюсь, я просто пытаюсь, знаешь, на самом деле еще раз разжевать. Все же поняли, что происходит. То есть мы сейчас записываем то, что ребята видели 1 июня. Больше всего меня напрягает то, что нет кадров на ходу. Блин, интересно, кто-то заметит. Тут, блин, как же вот, прикинь, вот долгожданный видос и не идеальный. Ребят, я надеюсь, что... Вот, нет, на самом деле, то есть по эмоциям, да, сложно. По поводу еды, кстати, да, в Бусте я сейчас потихонечку начал выкладывать сугубо свои такие маленькие наброски, там размышления. Может быть, кому-то поможет похудеть, потому что сейчас еще минус 10 я хочу сделать. Потихонечку, без особых нагрузок, то есть не включая физические нагрузки. Может, кому-то будет полезно, ссылочку на Бусте найдете внизу в описании. Сейчас комментировать что-то, когда ты знаешь, что машина не на ходу. Но я, по сути, я же делюсь первым впечатлением. От тачки я в ахуе, пиздец был. Ну как она так меня подъебала, я просто не понимаю. Ну как можно было просто после нескольких выездов... Блять, мотор, ну как? Я не могу уложить это в голове. Я тоже не понимаю. Ребята, Коля из той бокса сказал, вот если 500-600 тысяч, это тебе повезло. То есть его же не скрывали специально, чтобы мы могли сегодня покатать тачку вот по локациям, доснять нужный материал. 500-600 тысяч на ровном месте просто. В мотор, блядь. Это минимум. Это если повезет. Я просто не понимаю, это плюс пока еще сезон простоит. Мотор начнут разбирать, соответственно, завтра уже, потому что мы за сегодня все должны успеть доснять. Ребят, в следующих влогах мы будем обязательно с вами делиться тем, что
насколько я попал, как долго будет все это чиниться, нужно что-то думать. Давайте, ладно, сейчас мы погрузим тачку, нам нужно еще в одну локацию. Есть кое-что, как говорится, Булкин не сдается, сразу начинает в голове прокручивать вариантики. Уже кое-что есть. Сейчас вас заинтригую, кое-что расскажу, но во всем по порядку. А я и не знал, что тюнинг может быть жестоким, а ГТР таким одиноким. Я не знал, блядь, я пытаюсь держаться в тонусе, знаешь, это слово такое вспомнил. Пытаюсь держаться бодрячком, ну, что-то такое хорошее. Похоже, что-то такое хорошее Неплохое. поехало. ГТР поехал на другую локацию, мы также продолжаем снимать. Не зря, друзья, мы сейчас вам показали Ешку. Она, конечно, грязная, я сегодня не планировал ее снимать, но меня очень радует, что в моей жизни всегда происходят спонтанные события. Спонтанно я покупаю ГТР за несколько недель до 1 июня, потому что просто я хотел реализовать мечту. Я хотел сделать, чтобы все было гладенько, чтобы сезон просто вот так вот как бы и вот. Но также в моей жизни, помимо спонтанных вещей, происходит еще и всякая хрень, которая мешает мне. Но мне кажется, она у всех стараемся происходит. радоваться все равно, несмотря ни на что. И какая же спонтанная хрень произошла после поломки ГТР? Ешка-то осталась, и вот тут спасибо огромное вам. Вы меня очень сильно поддержали, подтолкнули к тому, чтобы я просто не продавал ее. Собственно говоря, я уже поделился со многими, что такая тема, купил ГТР, он отъебнул, я попал и на деньги, и на время, и непонятно, сколько это все займет. И также поделился с ребятами из A2 Performance и с Level. И они говорят, а давай просто видос, да? Видос? Да. Вот, короче, они присылают мне вот это видео. Вот таких самцов тебе поставим. Прекрасные турбины. Вот тебе для сравнения заводские. И сказать, что это меня заинтересовало, это ничего не сказать. Я думаю, что вы понимаете, что это такое и на какой это автомобиль. Поэтому, друзья, давайте просто так, реально поступим прямо сейчас. Если кто-то вот прочувствовал всю эту и радость, и боль, которую я испытал за короткий промежуток времени, поддержите лайком. Ваш лайк — это реально вот секундное дело для вас, а для нас большая мотивация, большая поддержка ваша. Поддержите серию лайком, подпишитесь на канал, потому что, судя по всему, в следующей серии вот с этим вагоном что-то произойдет. Пока ГТР будет чиниться, у нас появляется план Б. Но еще есть план В. А о нем чуточку позже. Друзья, огромное спасибо всем за просмотр. Мы держимся бодрячком. Все. Как только будет информация по ГТРу, вы также узнаете. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока. Ой, бля. Но с этой машиной это вообще отдельная история. Вы знаете, мне, если совсем вот прям откровенно, 6.3S, да, она мне более даже интересна, чем Getter. Ну, причина может быть только одна, да, потому что я сам владелец сие аппарата, ну, только в седане, конечно. Поэтому я просто хочу посмотреть следующий видеоролик от господина Булкина. И очень надеюсь, что у него все получится. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ссылочку на него оставил внизу в описании. Зайдите, поддержите дядю лайком своим королевским, ёпта, и всем остальным, потому что бабки, конечно, огромные, тратятся на контент просто огромнейшие, да. Удачи!